Приветик, девчонки! В прошлом видео я рассказывала вам о видах обертывания против целлюлита. Сегодня, как я и обещала, я расскажу вам о своих любимых рецептах, которые проверила лично на себе. Поехали! Итак, если ваша кожа будет предварительно очищена, то результаты от обертывания будут гораздо лучше. Для этого в душе я делаю скраб, который сама и приготовила. Вот мой любимый рецепт. Для его приготовления мне нужно всего лишь два компонента. Это 2 столовые ложки натурального меда комнатной температуры и 2 столовые ложки мелкой морской соли. Смешиваем все ингредиенты и наносим на бедра и ягодицы. Далее полезно сделать 5-минутный, но весьма активный массаж проблемных зон с целлюлитом с целью усиления притока крови к нужным вам местам. Этот скраб я чередую с кофейным скрабом, рецепт которого есть на моем втором канале. Мне нравится его делать не только для того, чтобы взбодриться, почувствовать запах кофе, но и чтобы получить невероятно гладкую кожу. Также недавно я открыла для себя такую замечательную биосоль, в составе которой только натуральные продукты. Это не может не радовать. Она обладает корректирующими и моделирующими свойствами с антицеллюлитным эффектом. Что еще нужно? Это отлично мне подходит в виде скраба перед нанесением обертывания. Итак, когда мы смыли скраб теплой водой и вытерли насухо тело, можем приступать к обертыванию. Я попробовала очень много рецептов домашнего обертывания, и вот 3 самых моих любимых. Итак, первый рецепт мой любимый. Берем 100 грамм натурального меда, но ни в коем случае его не подогреваем, иначе он потеряет все свои полезные свойства. Далее берем 2 столовые ложки репейного масла и 3-4 капельки эфирного масла лимона. Все смешиваем, и наше ароматное обертывание готово. Второй рецепт для любителей остренького. Я беру 2 столовые ложки черной глины и добавляю воды до состояния сметаны. Сюда же добавляю 1 чайную ложку горчицы в порошке и 1 чайную ложку меда. Все смешиваем и наносим на наши проблемные зоны. Третий рецепт для любителей кофе. Вам потребуется 1 столовая ложка желтой глины, добавьте в нее немного воды для получения сметанообразной консистенции. Далее добавьте в смесь 1 столовую ложку свежего жмыха от натурального кофе. Тщательно все перемешайте. И следом добавьте 4-5 капель масла апельсина. Наше ароматное обертывание готово. Это что касается домашних обертываний, но согласитесь, не всегда есть на это время, чтобы их приготовить, так что иногда я использую уже готовые смеси для обертывания против целлюлита. И вот один из моих любимчиков — это теплое облепиховое обертывание для тела от Natura Siberica. В составе только органические полезные вещества, масло облепихи, экстракт ягод и так далее. В общем, все самое полезное для нашей кожи. Я не могу нарадоваться на это обертывание, просто даже банально из-за запаха, потому что этот запах напоминает мне детство. Это же какая-то жвачка, мне аж слюнки текут, и иногда хочется даже немножечко в рот себе затянуть этого обертывания. Так что я довольна, не то слово. Очень освежает, тонизирует кожу, и уже на протяжении 1,5 месяца где-то я им пользуюсь, и мне очень нравится. Советую попробовать. Также я очень люблю использовать такой крем массажный антицеллюлитный. В его основе идет кофеин, экстракт морских водорослей и различные эфирные масла. Фирма Vitex. Кстати, все ссылочки, если найду на какие-то продуктики такие, я оставлю вам в описании под видео. Мне очень нравится этот крем тем, что я еще и плюс делаю массаж им, когда наношу его после скраба. Еще потом обматываюсь пищевой пленкой, и вот так вот честное слово, хотя бы минут 30 просидеть, потому что он очень печет. Еще потом, когда бегу его смывать, он еще после этого печет. И действительно чувствуется, что бедра горят, как будто вообще
кровь прихлынула, не то слово, и действительно идет борьба с целлюлитом. Также в любой аптеке или в каком-то косметическом магазине можно уже купить готовые пакетики с глиной, с желтой, зеленой, черной, какой угодно, или с водорослями уже готовыми для обертывания. Вообще очень люблю экспериментировать с разными видами обертываний, с разными рецептами их приготовления. Допустим, на этой неделе у меня будет глина, завтра у меня будет масляное обертывание, послезавтра медовое, еще какие-нибудь. В общем, советую вам экспериментировать, удивляйте вашу кожу. Это тоже очень важно. Так что вот мои косметические любимчики, которые помогают мне снова не увидеть целлюлит и сохранить мою кожу гладкой и подтянутой. А теперь давайте поговорим о последовательности выполнения обертываний в домашних условиях. Приготовьте смесь для обертывания или возьмите уже готовую. Также вам потребуется пищевая пленка, которую можно купить в любом хозяйственном магазине. И возьмите еще трикотажные брюки или теплый плед. Нанесите смесь на ладонь и разотрите второй. Далее уже наносите на бедра и ягодицы. Также можно еще нанести на живот и талию. Круговыми движениями, но не слишком сильными, вотрите смесь в кожу. Плотно оберните бедра пищевой пленкой, но не слишком сдавливая кожу. Поверх пленки оденьте теплые штаны и, шурша ногами, занимайтесь всеми любимыми домашними делами где-то час-полтора. Когда пройдет это время, разрежьте пленку ножницами и смойте смесь теплой водой. И последний этап борьбы с целлюлитом – это нанесение увлажняющих кремов или масел. Я наношу на бедра свое любимое массажное масло, также органическое. И все, я на сегодня дала отпор целлюлиту. И помните, видимый результат будет только при регулярных процедурах 2-3 раза в неделю. И даже если у вас сейчас первая стадия целлюлита, ее не слишком сильно видно, то профилактика 1 раз в неделю никогда не помешает. Настройте себя на положительный лад, верьте в свой успех. Я желаю вам удачи. Пока!